Нам с Алексеем предложили купить квартиру на севере Испании за 15 тысяч евро. Нас это, конечно, очень сильно удивило, потому что для Испании это нереально низкая цена. Но, с другой стороны, мы подумали, а может быть это шанс приобрести очень выгодную квартиру в Испании за 15 тысяч евро на севере. Но возникают другие вопросы. А почему так дешево? Потому что здесь, на юге, уже просто нереально высокие цены. А с другой стороны, здесь, мы слышали, это не единичный случай, а такие квартиры действительно продают и действительно покупают. И вот тут вопрос, почему они так дешевы и что кроется за их привлекательностью. Ну и вот прямо сейчас я спрашиваю Алексея, ты бы купил квартиру за 15 тысяч евро на севере Испании? Ну, даже не знаю. На самом деле, надо сначала выяснить, кому это выгодно. И вот с этого момента мы начали разбираться с Алексеем глубже. Астория нам не чужая. Мы знаем ее не по картинке. Мы бывали там и летом, и зимой. И показывали, кстати говоря, вам. Сейчас вы увидите несколько кадров. Так что мы знаем, как там проводить лето и как там проводить зиму. Поэтому у нас нет иллюзии и картинки из интернета. Мы видели ее разной. Если говорить про плюсы, они, безусловно, есть. И достаточно большие. Они сильные, потому что летом там действительно хорошая погода. Там достаточно тепло, и когда здесь жарко, 40 градусов в Мурсии в июле или в августе, там достаточно комфортно. Это зеленый край, там есть красивые парки, там есть Пикус де Европа, действительно там бриз с океана, красивая океаническая линия, есть много мест, где можно хорошо отдохнуть, там прохладно, климат летом мягче, зелень, ну, очень красивая природа, гортензии. И если ты не привязан к месту, если ты работаешь фрилансером или цифровой кочевник, или ты просто хочешь покоя, то там действительно хорошее место провести лето, июль или август. И вот здесь появляется первая внутренняя ловушка. Если такой привлекательный край, такая красивая природа, все так здорово, классно, почему так дешево? Вот этого я до сих пор не понимала, пока мы не стали разбираться в этом поглубже. Мы начали смотреть дальше, разбираться, считать, сравнивать. И очень интересные моменты какие-то для себя нашли. И вот тут начинается та самая часть, о которой почти никто не говорит, кто продает квартиры или кто покупает там квартиры. Мы были там в разный период времени, мы были там зимой. И вот зимой там достаточно ветрено, сыро, прохладно и дождливо. Кстати, я там очень сильно заболела, помню, мы останавливались в Хихоне, и просто, никакущая приехала сюда, и здесь вот уже на побережье вылечилась. Несмотря на то, что у меня там были таблетки, я помню, я ехала просто в ужасном состоянии, осипшая, со всеми вытекающими последствиями, в общем, было достаточно плохо. Поэтому зима там, достаточно на океане, не мягкая, скажем так. Холодно, сыро, ветрено, прохладно. Несмотря на это, вот такая зима может кому-то нравиться, а может кого-то, наоборот, напрягать и раздражать. Кому-то не нравится. То есть тут все достаточно индивидуально. Проанализировав климат с Алексеем, мы начали копать дальше. Мы стали интересоваться вообще, где продаются, в каких населенных пунктах продаются такие дешевые квартиры в Испании. Что это за населенные пункты? Мы стали интересоваться их историей. И очень интересные вещи мы обнаружили. Оказывается, это были поселки, там были шахты. Люди добывали уголь. И это было очень популярно, очень сильно это развивалось в XIX веке, в начале XX века. Практически до 80-х годов. 80-е и 90-е годы шахты эти стали закрываться, производство стало, видимо, невыгодным, нерентабельным, люди отходили Европу от угля постепенно, да, и поэтому, раз шахты закрывались, люди, соответственно, выезжали из этих домов. Особенно молодежь. Все переезжали в крупные города. Возможно, это были Овьедо и Хихон, кто-то уехал дальше, Барселона, Валенсия, Мадрид, такие более развитые промышленные регионы. А кто-то оставался, конечно, какие-то пенсионеры, может быть. Поэтому этот регион, он промышленный. И вот эти маленькие поселочки, в нашем понимании, может быть, городочки, они были когда-то исторически промышленными. Там были шахты. И вот это все жилье
оно было построено достаточно давно. Мы, кстати, смотрели, что в этих домах очень многие топятся печами. То есть там вот именно этим углем они топились. И сейчас, когда продают, прям продают вот с этими печками. Люди все это демонтируют, соответственно. То есть вот такая интересная история. Но это не плюс, не минус, просто мы вот стали интересоваться, почему же это край такой дешевый. И вот выяснили, что просто там нет работы, люди уехали. Это было уже давно, 80-е, 90-е. Ну вот жилье, соответственно, там вот в таком состоянии, видимо. И вот тут, когда мы с Алексеем поинтересовались историей, да, вот этих вот мест, где продаются такие дешевые квартиры на севере Испании, в Астурии, у нас стал с ним следующий вопрос. А что будет с этим регионом? Если там продается, значит, такие дешевые квартиры, может быть, это выгодный вариант купить, потом там все разовьется и станет безумно дорого. Вот мы стали интересоваться, будут ли там новые районы, строительство, технопарки, крупные проекты. Ну и, в общем-то, ничего такого не нашли. Мы не нашли, что там будут какие-то крупные дорожные узлы, развязки, да, технопарки, научные какие-то центры, новые университеты или какие-то новые ну, проекты такие сильные, мощные, да, то есть мы не нашли ничего в планах государственного строительства и развития регионов, какого-то пункта, который посвящен развитию этого региона. А в Валенсии нашли. А в Валенсии нашли, да, то есть у нас не было ощущения, что туда пойдут серьезные какие-то инвестиции государственные, и что это будет как-то развивать вот этот край. Поэтому мы перешли к следующему уровню размышлений – ликвидность жилья, потому что всегда, когда ты выбираешь какой-то объект, куда ты хочешь проинвестировать деньги, ты думаешь и о его ликвидности. Потому что купить дешевое жилье – это одно, дешевую квартиру, порадоваться, что так дешево вложили, а вот продать, допустим, ее потом выгодно и дорого – это уже совершенно другое. И тут, конечно, нужно проанализировать ликвидность. То есть ликвидное жилье, оно зависит от чего? То есть развивается ли экономика в этом регионе или нет? Есть ли там рабочие места или нет? Будет ли там приток инвестиций? Будет ли там приток другого иностранного капитала? То есть переедут ли туда, грубо говоря, другие люди из других экономически развитых стран? Будут ли они вкладывать туда деньги, будет ли интерес у людей развивать этот регион. А мы стали смотреть, кто же туда едет. Ну, то есть, если это привлекательное жилье, да, туда все должны ломануть из разных стран, как я уже сказала, экономически выгодных стран, экономически развитых стран, например, Евросоюза, да, то есть туда должны ехать жители Германии, Франции, Швеции, Бельгии, которые, собственно говоря, едут сюда, на южное побережье. Вот мы стали анализировать и интересоваться, и выяснили, что, в принципе, там нет такого потока бешеного, вот таких вот людей, инвесторов из таких платежеспособных стран, которые интересуются недвижимостью в Испании. Или там из Канады, например. То есть люди в основном из этих стран, они переезжают именно вот на юг, на юго-восток Испании. Но, вот, к сожалению, на север мы не увидели такого потока и такого бешеного интереса у жителей вот этих вот вышеперечисленных стран. У нас возник следующий вопрос. Если нет притока людей, за счет чего будет расти цена этих квартир? И вот так рассуждая, у нас с Алексеем появилась мысль. Возможно, эта мысль откликнется вам, возможно, нет. Мы стали думать, что, может быть, это некий такой шум, маркетинговый шум. И вот сейчас на пике вот этого маркетингового шума люди покупают недвижимость. Вроде бы они входят дешево в это, но и за счет чего вот этот маркетинговый шум? То есть люди покупают дешевую недвижимость. Все очень просто на самом деле, как мы рассудили для себя. Они ремонтируют, они перепродают дороже ее, чуть-чуть, да, там или не чуть-чуть, может, в 2 раза. Соответственно, возникает вот такой шум, такой ажиотаж на рынке, вот такая движуха. Но когда исчезнет вот этот вот маркетинговый шум, так как будут ли эти квартиры дальше перепродаваться, будут ли они в цене, будут ли они привлекательны для аренды, вот это вопрос. Не знаю. Как думаете вы?
А дальше мы с Алексеем начали считать более приземленные вещи, когда, то есть мы посмотрели климат, мы посмотрели место, историю этих краев изучили, то есть мы посмотрели, а будет ли ликвидно это или нет, и мы начали считать уже, ну, смотреть уже более приземленные вещи, состояние домов. Ну, собственно, да, мы стали смотреть, что там продается, мы смотрели сайты, мы смотрели дома, квартиры, их состояние. Да, вот в этом мы смотрели. Во-первых, мы поняли, что это старый фонд. Ну, это выше, я уже сказала, что это были шахтерские, это были промышленные какие-то регионы, там жили рабочие в основном, да, многие, ну, может, и инженеры тоже, конечно же. Вот, и, то есть, давно это было построено, в 80-е, в 90-е все свернулось, соответственно, дома старенькие. Что-то реставрировалось, что-то нет, где-то был капремонт, может, где-то нет. Но, в принципе, это старый фонд, по энергоэффективности он слабый, плохая теплоизоляция, старая система отопления. То есть я вам сказала, что печами многие отапливались, угольными печками. То есть, соответственно, все нужно менять. Иногда очень какие-то базовые решения там, ну вот окна и все такое. Мы слышали, что многие люди покупают, ну, может быть, не многие, но покупают и вкладывают туда значительные суммы. То есть вот они покупают дешево, ну и практически столько же вкладывают в ремонт. Что ремонтируют? Окна, стены, теплоизоляция, проводка, да, вот эти печи, то есть система отопления, снимают вот эти печи, старые какие-то там трубы, в общем, меняют много. То есть это уже не купил и живешь. Даже вот в нашей локации можно старенькие квартиры, в принципе, купить, ну, заезжай и живи. Может быть, покрасил стеночки и как-то так. То есть дальше мы стали анализировать еще какие-то расходы, а это налоги, От налогов, в принципе, север Испании тоже никто не освобождал. Это коммунальные расходы. Живешь, не живешь, все равно надо оплачивать. И это вопрос аренды. Многие же покупают, чтобы сдавать в аренду, но тут тоже сейчас все так изменяется законодательно. То есть на краткосрочную нужна лицензия, долгосрочная, а кому она нужна? Это может быть цифровые кочевники, как я говорила, могут быть фрилансеры, могут быть пенсионеры, которые хотят пожить и в тишине. Мне зимой там депрессивно, например, я стала Алексею говорить, нет, я вот как-то раньше говорила, а сейчас представила, мы для себя отметаем круглогодичное, потому что все-таки депрессивно и холодно, хочется солнышка. То есть кто переезжает и временно там перекочевать как-то, перекантоваться, может быть, но это будет непродолжительная история. То есть я, например, не понимаю сейчас, для чего, вот если мы сейчас приобретем, для чего она у нас будет. Летняя дача на 2 месяца, ну, как вариант. Но можно же снять что-то и другое, и не ездить в одно и то же место, а ремонтировать как бы тоже не хочется, знаете, корячиться там. Купить уже с ремонтом, это уже будет не 15, это будет уже 40, 50, 60. То есть это поддержать чей-то бизнес, так называемый маленький бизнес. Это тоже неинтересно, потому что это не инвестиция, это не ликвидно. Кто ее потом купит? За 120, что ли? Вот такие размышления у нас. И тогда мы задаем себе еще один вопрос. А насколько легко это будет потом продать? Потому что одно дело дешево купить за 15 тысяч, другое дело продать, выгодно продать. Ну, соответственно, сдавать я там, так понимаю, что это только июль-август. Ну, ремонтировать тоже. То есть 15 у нас уже не получается. Если 15 мы посмотрели, это варианты достаточно убитые. Для себя вот мы так размышляем. Плюс надо отремонтировать, плюс там налоги, плюс что-то. Ну, уже получается сумма больше гораздо. А вот вопрос, сумеем ли мы это потом продать? То есть, ну, на первой волне вот этого маркетингового шума, наверное, продают и продавали. Но когда вот он немножко поутихнет, и вот тут вот, конечно, сложно. То есть купить это одно, а выйти из этого актива, мне кажется, будет уже гораздо сложнее. И сейчас вот мы находимся в таком состоянии, где мы вот проанализировали плюсы, минусы для себя, посмотрели, что это за локации, какое это жилье, ликвидное, неликвидное, и у нас ответа нет. С одной стороны, 15
тысяч евро, ну, 20 кто-то может найти, 25, но это звучит как возможность. Вот купить дешевое, и это будет что-то, дача, я не знаю, еще что-то, то есть возможность. Регион в Астурия, в общем-то, хороший, красивый, летом там шикарно. Это фермы молочные, это воздух, это океан, это, конечно же, там зеленое все. Зима для нас минус. Ликвидная, под вопросом, ну, депрессивная, скорее да, чем нет, особенно зимой, ну, кроме лета, может быть. Транспорт, надо там находиться с автомобилем, дистанционная работа, ну, молодежи не подходит. В общем, тут вопросов масса. Это, с одной стороны, это звучит как возможность, с другой, это может быть история не про рост, не про ликвидность, не про удачный выход из этого актива. Да, и вот, может быть, сохранить то, что есть, конечно, 15 тысяч, они сохранятся, скорее всего, да. Может быть, даже чуть-чуть и вырастут. Но с учетом ремонта, ну, может быть, в дальнейшем. И вот здесь нам очень интересно ваше мнение, дорогие друзья, потому что мы в замешательстве с Алексеем. С одной стороны, цена, это прямо вот, можно сказать, ну, можно найти такие деньги, да, то есть это не очень уж прямо там. А с другой стороны, много вопросов, и много сомнений, и много ощущения того, что что-то тут как в мышеловке. Вот вы бы, например, купили такое жилье за 15, там, 20 тысяч евро на севере Испании, в Астурии. Вот. И еще, самое главное, почему, если бы вы купили, или, может, вы уже купили, почему, вот как вы рассчитываете, что это будет? Это для сдачи в аренду, это для себя, это как дача, это для перепродажи. Может быть, вы знаете, вот какое-то развитие этого региона будет. Или, может быть, что-то, какие-то другие расчеты. Нам было бы очень интересно с Алексеем действительно почитать ваш какой-то опыт, ваше мнение, рассуждения в комментариях. И в следующем ролике, наверное, возможно, мы вам расскажем, какое решение приняли мы по этому. То есть купим мы это за 15 тысяч или не купим. Вот, ну, на этой ноте, наверное, я вот поделилась тем, что хотела вам сказать, тема для размышления. Ну и буду ждать ваши какие-то, ваш опыт, ваши комментарии, ваши рассуждения. Может быть, это будет нам полезно. И, наверное, мы на эту тему еще продолжим снимать видео и расскажем, купим мы или нет.